Представители знака зодиака Рыбы. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз. Знаки судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется, что прояснится в феврале для вашего знака зодиака? Давайте узнаем. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о вашей истории личной, не передаст ваши ощущения, но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Астро Испирационе. Вы можете и набрать в поисковой строке просто название моего сайта и на главной странице сайта гороскоп планетарный на 2025 год. Именно астрологический планетарный прогноз. Ну, давайте, у нас сегодня карты Таро. И поэтому, что откроется, что прояснится в феврале для вас? И знаки судьбы. Мы свяжем воедино эти две карты как подсказку. Какое дело, событие, в котором вы, возможно, поставили точку, оказалось запятая? То есть вы что-то думали уже закончилось, и вы не будете, может быть, продолжать. Может быть, это ваша идея, мечта, которую вы тоже успели так благополучно отодвинуть на неопределенный срок или где-то даже разуверились. И вот что возвращается? Давайте спросим. Тут, конечно, любая сфера жизни может проиграться. И какие возможности перед вами откроются, придут на ваш порог? Какая тайна откроется или какую правду вы узнаете? Следующая карта у нас называется «Что нужно знать, что важно знать». И мы раскроем. Достанем еще 3 карты по позициям и посмотрим разные энергии. Первая карта у нас будет символизировать энергии дома. Это место вашего пребывания или где-то ваши планы, если вы планируете переезд. Это там, где вы находитесь. Энергия любви. Третья карта у нас будет энергия денег и ваши достижения. И мы достанем карту «Совет», что вам будет помогать. Откроем в самом конце. Что же у вас открывается, проясняется? А вы знаете, много было желаний. И может быть из этих желаний такой хаос, путаница или много направлений вас интересует. Может быть у кого-то это семерка кубков проиграется, когда в реальной жизни перед вами действительно есть вот в данный период какие-то возможности, но вы замерли в нерешительности. Именно где-то нерешительность проигрывается по этой карте. И есть такой символ, что прокрастинация как бы должна закончиться. Много направлений, много кубков, и все вроде бы хочется. С одной стороны, это прекрасно. Что откроется? Выбора у вас будет больше, мои дорогие рыбы и рыбки. И правда, астрологически это тоже где-то проигрывается, потому что 2025 год, пусть он где-то перезагрузка для вас, но это, правда, совсем другая история жизни. И у каждого этот своеобразный переход между прошлым и будущим может быть у кого-то тяжеловатый, сложноватый, у кого-то наоборот, когда вы уже что-то проделали, какую-либо работу до этого времени здесь, значит, вам будет уже легче где-то взять старт в будущее, потому что вот как по этой карте возможностей много, они открываются, но вам тогда не нужно будет много времени, может быть, анализировать, чем сейчас заняться, а вы сумеете быстрее совместить одно и второе. Ну, кто знает. А может быть и все эти 7 кубков. Давайте откроем вторую карту как знаки судьбы. Вы знаете, ваше направление – это ваше благополучие. И правда, астрологически это тоже так. Как будто идти надо туда, куда зовет сердце. Быть с теми, с кем вам хорошо. И даже среди вашего окружения должны быть исключительно те люди, которые вас вдохновляют. Не те, которые вам создают какие-то препятствия или которые вас вынуждают под них подстраиваться, кстати. Это карта самодостаточности. И поэтому вот сразу желаний и возможностей много – и идеальный период для того, чтобы сделать своеобразную, может быть, перезагрузку по части, чему вы будете учиться на будущее, для кого это актуально. Хотя я должна сказать, актуально для всех нас, потому что учимся мы всю жизнь, а жизнь вокруг нас меняется. И имеется в виду учеба, адаптация наша, когда нам приходится принимать новые формы сотрудничества или новые какие-то реалии мира, так тоже бывает. Нам тоже себя приходится адаптировать или, может быть, принять, если даже мы
где-то внутренне возражаем, но реальность, она нас не спрашивает, значит, где-то адаптироваться, подстроиться, может быть, под те или иные события, которые сложились в нашей жизни. Ну, раз у вас выпадает именно девятка пентаклей, как на знаке судьбы, знаете, здесь может быть все же большая тенденция к решению вопросов именно либо деньги, конкретно февраля, либо это может быть, как вы всерьез задумались, откуда ко мне приходят деньги. Здесь может проиграться так у кого-то. Вы ожидали денег, или вам были обещаны какие-то суммы, или вы уже что-то вот проделали, вы как будто определенную сумму заработали. Но либо начинают какие-то проходить изменения, и вам сразу всю сумму не выплачивают, либо по какой-то причине задержка идет именно с финансами, либо еще каким-то образом пробуксовывается именно финансовый вопрос. И именно это то, что деньги вроде бы, как я на них рассчитывал, но я их не получил. И вы вынуждены искать новые формы, откуда можно получить, заработать деньги, каким образом, или добавить себе какой-то доход, или новый вид деятельности. Для кого-то из вас может быть задумана такая история, что вы захотите менять работу. Я не могу сказать, что вы оставляете прежнюю работу по этим картам. Нет. Но вы расширяете собственные горизонты или собственный кругозор. Вам больше чего-то становится интересно или банально вам хочется себя попробовать в новом деле. Может быть, как раз это то дело, которое живет в вашей душе. Это как мечта, но по каким-то причинам вы ее как раз и отодвинули. Или положили в долгий ящик и решили, что это неосуществимо. Повторюсь, карта самодостаточности – это как знаки судьбы. И все, что касается нашего благополучия, в центре внимания. Вы не можете это проигнорировать. Что же у вас? Вот интересно. Какое дело событие, в котором вы думали, поставили точку, а оказалась запятая или многоточие? Карта мага. И все то, что я сейчас долго говорила, вот эта карта подтверждает. Начиная от мечты и заканчивая вашей миссией. Правда, тут какой-то путь, который вам, как по судьбе, назовите это так. И это действительно то, что, возможно, вы никому не скажете. Возможно, это какая-то ваша задумка, идея, и вы уже себя в ней попробовали. Может быть, это не получилось. Может быть, какой-то ваш проект был на первых порах, вроде бы продвигался, и правда, вы чего-то даже достигли, но следующий шаг или последующие шаги, дело застопорилось, и вы от этого отказались. Вы где-то наступили на горло собственной песни, мои дорогие рыбы и рыбки. И вот теперь это возвращается. То, что вы в себе надежно спрятали, маг, это тот, который никому ничего не говорит. Это та идея или как эврика какая-то, может быть, когда вам, вы понимаете, нет, вот мое направление, но вот это. Это не исключает, что мы будем себя в 7 направлениях пробовать или методы будем менять через апробацию этих самых методов. Никогда ведь не знаешь, пока не попробуешь, правда, сработает это или нет. И где-то этим занят маг. Это старший аркан, мои дорогие. На кону ваша самодостаточность и буквально благополучие. А ваши энергии, какое событие, о котором вы думали, что закончилось, тут не заканчивается. Может быть, знаете, это вот мы говорим как по судьбе. Но так бывает. Мы хотим что-то осуществить, неважно в какой области. Мы вроде бы предприняли шаги, а у нас правда, вот вроде бы и липло, как я говорю, но ничего не склеилось. И это было прежде. Вот, наверное, должен был пройти еще какой-то жизненный этап, может быть, своеобразная, у кого-то пауза, у кого-то это могло быть как ваше переключение на что-то другое. Но вот та мечта, которая живет в вашей душе, она никуда не делась. И вот именно теперь будет время воплощения вашей мечты в 2025 году. И старт начнется именно где-то в феврале. Это может быть старт, который начинается с наших мыслей или с нашего выбора. Но знаки судьбы – это благополучие. Давайте посмотрим, какие возможности приходят на ваш порог. А по королеве жезлов это как раз и возможности. Конечно, у кого-то может проиграться интересная персона. И не важно, что у нас королева
Меня смотрят, допустим, не только мужчины, но и девочки, девушки, женщины. Так вот, королева жезлов, она олицетворяет, в принципе, ту энергетику человека, когда его жизнь ставила несколько раз на колени. У него много раз какие-то проекты не получались. И ему необходимо было пройти вот этот сложный опыт для того, чтобы отстроить свою какую-то совершенно новую систему, тактику взаимодействия с миром. Или это будет касаться работы, или работы с каким-то большим объемом информации, потому что уже теперь энергетика карты говорит, какие возможности, мы спросили, придут на ваш порог. Первая задача – себе не навредить. И королева жезлов – это одна из тех карт, которые символизируют через Таро энергетику человека более продуманного. Тот, который умеет зарабатывать деньги, тот, который умеет где-то хранить тайну, и ему благодаря этому доверяют, и свои тайны умеет хранить, и чужие умеют тайны хранить. И если мы об информации или о каких-то внутренних инсайтах, когда мы осторожно что-то пробуем, где-то учитываем разные нюансы, правильно анализируем новости, информацию, которая к нам приходит, то есть это целый комплекс, и отталкиваемся мы от нашего благополучия. Потому что основная задача – приумножить, но никак не навредить. И вот какие возможности придут? Тут действительно безграничные могут быть возможности. Не случайно, наверное, наша королева жезлов изображена как с драконом. Дракон – это по восточному китайскому календарю или астрологии – это знак небесного могущества. Хоть у нас и заканчивается год дракона, кстати, и надо сказать, в самые последние дни января, 29 января, у нас не только планета Уран переходит в прямое директное движение в знаке зодиака Телец, а Телец – это как раз олицетворение благополучия. Но у нас еще и меняются по китайскому восточному календарю эпохи. У нас год дракона меняет год змеи. Понятно, что символ небесного могущества, по мнению жителей Китая, от этого не изменится. То есть дракон – это именно то, пусть это мифическое животное, но это символ как высших каких-то сил, которые мы не можем где-то просчитать. Так вот, эта королева жезлов, я думаю, не случайно художник изобразил, что она в согласии и сама с собой, и с высшими силами. Вполне вероятно, всегда дракон символизирует жизненную силу, энергию, и поэтому ваши возможности. У вас хватит сил преодолеть разные препятствия, у вас хватит сил и эмоциональных в том числе. И вообще по этой карте все-таки жезлы, дела, работа, бизнес, опять же, или деньги – это когда мы реализуем какой-то проект. А ваши энергии, они магические энергии. Поэтому тут огромные возможности, и старт где-то вперед февраль. Какая же правда откроется? А вот была какая-то неразбериха, она у вас точно закончится. Это может быть известие, почему происходили прежде те или иные события. Или вы видели через одну какую-то призму взгляда своего. Здесь ваши взгляды могут поменяться. Взгляды на мир, взгляды на конкретного человека. Или вы можете столкнуться с разными людьми в этот период, когда они, именно люди, вас заставят переоценить свое окружение. Вы придете к выводу, что кому-то вы не можете доверять. И банально может произойти такой случай, когда в течение февраля, допустим, вам человек что-то пообещал, а когда срок подошел выполнять свои обещания, он делает вид, что он о вас забыл. И если вы ему напомните, он вам будет долгую историю рассказывать, почему же он не мог. Но предупредить он тоже не захотел. То есть он не поставил даже свои обещания наравне со своими планами. Его планы – это приоритет. А его обещания, ну, слово мое, хочу даю, хочу беру обратно. То есть он легкомысленен. Вот с какими-то легкомысленными людьми вы можете тоже столкнуться. Может быть, и раньше вы сталкивались, но у вас еще была какая-то чаша терпения. То здесь может быть последняя капля, и вот уже переполняется буквально как и этот котел. И нам, кстати, показал художник, нам изображены ведьмочки или эльфочки, которые варят какое-то волшебное блюдо, и в них нет согласия.
И каждая как-то по-своему считает нужно поступить, и в итоге, ну, видимо, крокодил не ловится и не растет кокос, как в старой песне. Вот что-то подобное, какая-то путаница, чехарда. И вот почему это возникла путаница или кто ее создал, вот правда у вас как раз и откроется, все встанет на свои места. Что нужно знать, что важно знать. Тройка мечей. Оставь прошлое в прошлом. Не притягивай к себе, не пытайся анализировать какую-то прежнюю ситуацию. Она у тебя больше не повторится, но, несомненно, ты ее должен оставить себе для опыта. Для опыта, чтобы не повторить какую-то ошибку. И я смело перехожу к следующим картам. Энергия дома. Кто-то из вас всерьез будет думать о переезде. Кто-то мог раньше попробовать переезд, но по каким-то причинам вернулся назад. Вот конкретно так. Мы ведь смотрим. Именно если мы говорим про мага, выпал на позицию, что вы уже как будто что-то попробовали, а потом сами либо отказались, либо какое-то дело перевели в стопор. Или временный, или постоянный, вы еще могли тоже не определиться. Вот, видимо, в феврале вы как раз будете с этим определяться. Кто-то будет определяться по поводу вторичного заработка или вторичный доход, второй работы. Или вы можете начать, кстати, шестерка мечей, изучать, искать работу на дому. На дому имеется в виду не именно, когда вы дома находитесь, вы можете и в офисе, вы можете сделать первые шаги в феврале, когда в сторону именно новых технологий, IT-технологий, цифровых каких-то технологий, искусственного интеллекта, шестерка мечей, мечи, пространство, эфир, интернет, вас это все может заинтересовать. Или когда я могу работать из любой точки мира. И, может быть, первые шаги по поиску подобной работы или пробы пера. Как будто и учиться нужно чему-то, да, или разобраться вам с чем-то нужно. Но в то же время наступает такое время, когда пора. Вот что-то у вас здесь, как и возможности, открываются. Может быть, придет какой-то на ваш порог или в вашу жизнь на какое-то событие, когда вы окончательно и подумаете, что нет, на самом деле я могу быть где угодно, но я должен или должна иметь возможность продолжать. У кого-то это проиграется, что вы можете изучать буквально какое-то ремесло. Но больше все же это проигрывается как навыки, скиллы. И по части всех технологий новых, там как раз навыки проигрываются лучше всего. Для нас, точнее, не обязательно сидеть долгие годы за партой, а мы можем достаточно быстро освоить какую-то профессию, она нам будет тоже приносить доход. Вот что-то подобное по доходу вас может интересовать, причем тому доходу, который вы можете либо работать одиночку, либо быть дома. Для кого-то переезд, опять же, вы можете поменять где-то, или, может быть, не сложилась какая-то прежняя номинация по части переезда, или вариант какой-то вас не устроил, а теперь вы будете искать какие-то новые варианты. Для кого-то из вас просто в феврале вы окажетесь где-то вдали от дома, так тоже может быть. Или когда ваша работа будет связана с командировками, такое тоже может проиграться. Но шестерка мечей, любая 6 – это победа. Поэтому какие-то правильные действия вы сделаете, исходя из того выбора, который вы сочтете целесообразным. И это всегда путь вперед. И карта заслуженного успеха, шестерка мечей, она нам говорит, что к тебе как раз этот успех придет. Но это будет не в феврале. Это некоторая долгая дистанция, но мы должны уверенно продолжать. И помнить, что наше благополучие, изобилие, процветание, вот то, что идет по девятке пентаклей, это в центре внимания. Для вас это, мои дорогие рыбы и рыбки, ну, если хотите, как подсказка судьбы. Я не хочу сказать, что это путеводная звезда, но, видимо, в 2025 году основная тема денег как раз и будет той движущей силой, которая заставит вас изменить свою жизнь. Мало того, вам пространство Вселенная вас снабдит еще и подобной силой, как у мага. Для вас нет ничего невозможного. Энергия любви. Праздник после победы. Победа есть и праздник, и по этой карте есть наши близкие, с кем мы этот праздник можем разделить. Вообще на февраль очень добрые энергии по части личной жизни. У кого-то личная жизнь не только про любовь, хотя мы смотрим энергии любви, и тот, кто в паре, значит, будут какие-то
очень радостные события или важные решения. Те, кто начал, может быть, недавно встречаться, больше взаимопонимания, больше согласия, каких-то радостных минут с вашим знакомым или знакомой. Вы можете уже где-то строить планы на будущее вместе. Вот я здесь могу такое тоже предположить. Ну а для тех, кто один или одна, энергия дома и любви говорит, пора несколько пересмотреть окружение, может быть, расширить как раз ваше окружение, добавив новых знакомых, или подумать, как найти единомышленников. Мы ведь с вами говорили, что вы можете отказаться от некоторых людей именно сами, да потому что уже, ну, где-то вас не устраивает и никогда не устроит подобное общение. И в человеке вы или в группе людей можете разувериться, это я тоже могу предположить. Но это не значит, что мы превращаемся в отшельника или вспоминаем, кстати, что важно знать. Не случайно тройка мечей. Не вспоминай прошлое, иди вперед. Да, ситуацию как опыт, чтобы не повторить ошибки или не добить еще где-то этих шишек, не повторить что-то со знаком минус. Опыт нас, безусловно, учит. И тогда вот этот праздник после победы даже в вопросах любви состоится или состоится какое-то знакомство, даже для тех, кто один или одна. Но так или иначе, очень добрая карта на февраль. Сфера денег и ваших достижений. Еще одна карта, которая тоже характеризует все мною сказанное. И правда, новое направление. Буквально паш пентаклей. Мы как и учимся, так мы, вот топография у нас тут карта показана, для себя примеряем. Один, второй, третий, может быть, путь. Мы выбираем пути. Вот и вы по вашим достижениям будете выбирать путь. И это не значит, что это произойдет быстро. Все же паш, он именно как ученик идет. Нам, может быть, через опыт придется попробовать себя в одном деле, во втором, или определиться, например, даже с направлениями. Я на примере шестерки мечей. Если вы хотите освоить какие-то интернет-навыки или суметь работать из любой точки мира, или просто суметь работать на дому, вы можете рассматривать разные специальности, которые для вас подходящие. И кто знает, начнете искать работу, а найдете для себя, может быть, какие-то курсы, начнете что-то изучать, и у вас так быстро это пойдет развиваться. Вот то, что у вас развивается, или вы люди очень интуитивные, вам ваша судьба будет давать правильные подсказки через интуицию. Все же маг. Прислушивайтесь к себе, и здесь вы будете знать точно правильное направление, где вы можете заработать деньги, или где вы совершите свою миссию, или где исполнится ваша мечта, каким образом. Давайте посмотрим, что же вам помогает. Вам конкретно помогать может какое-то известие или полученная информация. Может быть, по тузу жезлов это информация, когда вы ее услышите случайно при разговоре с каким-то человеком. Это может быть банально. Человек вам рассказывает свое, вы можете его в полухо слушать, что он вам говорит, и тоже думать о своем. И вдруг он скажет какую-то важную фразу, и вам именно этих слов будет не хватать. И вы, маг, вы это переложите на свою концепцию жизни, и знаете, как действительно какой-то пазл у вас сложится. Вот такого рода информация для кого-то из вас может быть полезна в феврале. Или у кого-то это будет символизировать приход денег, кстати. Особенно тех денег, которые задерживались или, ну, по каким-то причинам вы тут отстраивали, каким образом я могу получить, или, ну, какие-то были шероховатости или были какие-то заминки. Все же по семерке есть пауза, есть ожидание. Ну, тогда это решается денежный вопрос. В феврале это точно. Здесь больше уверенности. Но все же туз жезлов – это, опять же, какая-то возможность. И здесь у каждого, безусловно, будет идти по-разному. Что вам помогает? Это карта, когда мы не просто для себя что-то решаем, а когда мы окончательно на что-то решаемся. Очень символично, я говорила, прокрастинация. Нам нужно будет сделать выбор. И в конце концов вы его делаете. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.